Рассвет. Поселок Нижний Баскунчак. Мы приехали в него вчера вечером. Заселились. Встали пораньше, около 5 утра. Идем встречать рассвет на озере Баскунчак. Соленое озеро, которое некоторые называют российским Мертвым морем. Поверхностные залежи соли на озере достигают глубины несколько десятков метров. А вообще глубина залегания соли, считается, достигает нескольких километров. А там вдали, на том берегу, гора Большое Багдо. Когда-то здесь велись масштабные разработки, однако сейчас часть путей заброшена. Вот там, где видна техника. Только в той стороне ведется добыча соли. Запасы соли здесь просто огромные, поэтому добыча фактически никак не сказывается, соль постоянно восполняется естественным образом. Естественно, все это никакой не снег, все это вокруг только соль. Фактически все это вокруг огромный солевой пласт, в котором озеро Баскунчак представляет из себя просто небольшое углубление. А гора Большое Багдо — это как раз вершина солевого слоя, прикрытая толщей осадочных пород. Можно сказать, Большое Багдо — это солевая гора, выросшая прямо из земли. С каждым годом высота горы увеличивается примерно на 1 мм. Так называемый солевой диаперизм, когда соль, можно сказать, пронзает вышележащие породы. Мы приехали сюда на несколько дней. Здесь есть несколько локаций, которые стоит посетить. Это, конечно же, гора Большое Багдо. По договоренности на машине довозят до поста охраны заповедника. И дальше уже пешком по эко-маршруту. Гора Большое Багдо располагается на южной стороне озера. А если направляться на северную сторону, то в той стороне стоит посетить Баскунчакскую карстовую пещеру. Здесь очень-очень узкий лаз.
Дальше на очереди грязи. Также в той стороне по дороге к пещере есть пляж с грязевыми ваннами, который тоже стоит посетить. Эти грязи, как считается, имеют целебные свойства. И пляж, и пещера находятся вот где-то там, в той стороне. Перед посещением пещеры требуется получить пропуска на территорию природного парка Баскунчак, дирекции парка в поселке Нижний Баскунчак. Ну и, конечно же, самое главное, это, собственно, купание в самом озере Баскунчак. Правда, нырять нельзя, поскольку вода крайне соленая. Туристы не поленились. Москва, Киров, Краснодар, Тамбов. Встретили рассвет, а затем пойдем наблюдать за птичками. Наибольшее интерес, это, конечно, местные птицы удоты. Они вот прямо здесь на берегу встречаются. Как раз время после рассвета самое лучшее, чтобы устроить фото- и видеоохоту на удотов. После птичек можно сходить поспать часок и уже потом позавтракать и отправиться исследовать Баскунчак и его окрестности. Нижний Баскунчак. Здесь есть пятерочка, есть магнит, есть несколько разных кафе. То есть в целом здесь все хорошо с продуктами питания. Вот. Ничего особо с собой везти не надо. Так что туристу здесь, скажем так, нужно брать сюда только самого себя. При посещении озера Баскунчак, особенно если вы собрались купаться, стоит взять с собой 5-литровую бутылку пресной воды. Или даже несколько. Вот такие вкратце советы по времяпровождению на Баскунчаке, по крайней мере, в конце весны и летом. А еще порекомендовали поехать на гору Большой Багдо ближе к вечеру, когда можно встретить там начало заката. Но это уже как-нибудь в следующий раз. Обо всем этом более подробно в следующих видео.